что может сказать любителю музыки название такого города, как Мемфис. Именно оттуда начал свой путь к славе Элвис Пресли, король рок-н-ролла. Но если вы въедливый исследователь, то еще назовете мемфисский лейбл Sun Records и его владельца Сэма Филлипса, который и открыл Элвиса. И вместе с ним музыкальный архивариус обязательно назовет еще два, как минимум, известных имени музыкантов, которые, как и Элвис, в 50-х записывались на Sun. Это Джерри Ли Льюис и Джонни Кэш. Эта троица часто выступала вместе, но потом пути их разошлись. Элвис стал самым популярным, он известен даже тем, кто далек от музыки. Но всем троим, и Пресли, и Льюису, и Кэшу, впоследствии нашлись места в Кливлендском зале славы рок-н-ролла. Пресли и Льюиса причислили к лику святых сразу же при открытии зала в 1986 году. Джонни Кэш вошел в него попозже, через 6 лет. Несмотря на это, именно его творческий путь, на мой взгляд, оказался наиболее интересным. Джонни Кэш для американской музыки фигура знаковая, если не сказать легендарная, почти как Высоцкий у нас. И нашему слушателю также трудно понять значение Кэша, как американцам значение Владимира Семеновича. Привет, я Джонни Кэш. С этой фразы начинался каждый его концерт. А ведь это даже не его имя. Звезда Джонни Кэша в течение его жизни несколько раз тускнела и, казалось, совсем гасла. Но каждый раз неожиданно разгоралась снова. В этом состоит феномен этого музыканта. Родился он в далеком 1932 году в городке Кингсленд на юге США. Через 3 года семья переехала на северо-восток штата Арканзас в городок Дайс по агропрограмме Франклина Рузвельта. Им выделили в аренду для обработки почти 20 акров земли для выращивания хлопка и зерновых культур. Время было тяжелое, и уже с 5 лет Джон вместе со своими братьями и сестрами помогал родителям в поле. Родители не дали ему имени и дома называли Джей.Р., что стало проблемой, когда юноша отправился в армию. Тогда, в 18 лет, он и придумал себе имя – Джон Кэш. В детстве художников часто случается нечто, что инициирует в них творческую личность. На Достоевского, например, повлияла насильственная смерть девочки, с которой он дружил. В случае с Кэшем эту роль сыграл несчастный случай на лесопилке с его старшим братом. Когда Джонни было 12, погиб его старший брат Джек. Они были очень близки. Джек был моим хранителем и учителем, вспоминал Кэш. Брат подрабатывал в столярной мастерской, и циркулярная пила распорола ему живот. После похорон отец бросил Джонни. На его месте должен был быть ты. Что заставило его сказать такую жестокую и бессмысленную вещь родному сыну? Этих слов Джон не забывал никогда. Они поселили в нем иррациональное, но острое ощущение вины, терзавшее его всю жизнь. Молодой Кэш не сразу смог связать свою жизнь с музыкой. Он работал на заводе, завербовался в военно-воздушные силы США и был направлен в Германию радистом для перехвата шифровок советской армии. На службе Кэш не только обзавелся именем, но и овладел игрой на гитаре. С детства музыка и радиоприемник были главной отдушиной Кэша. С подачи матери писать песни он начал уже в 7 лет. В 1954 году Джон вернулся на родину, женился на давней подружке Вивиан Альберта и стал жить в Мемфисе. А так как в Мемфисе располагалась знаменитая в будущем студия Сэма Филлипса Sun Records, было грех в нее не зайти. Кэш заявился туда со своей группой, 2 автомеханиками, Маршалом Грантом и Лютером Перкинсом, и начал наигрывать Филлипсу духовные госпелы, любовь к которым еще в детстве привила его мать. «Джонни», — сказал ему Филлипс, — «госпелы — это сейчас не актуально. Вот рок-н-ролл или кантри подойдет». Так Джон превратился в Джонни и начал осваивать кантри-рынок. Филлипс тут же зарядил его в гастрольную обойму вместе с другими своими питомцами – Джерри Ли Льюисом, Карлом Перкинсом и Элвисом Пресли.
Молодая веселая компания колесила по городам и весям, и везде за ними увивались стаи возбужденных поклонниц. Понятно, что Вивиан переживала, а Джонни пытался как мог убедить жену, что и на гастролях сохраняет ей верность. Мысли эти он выразил в песне, которая была написана в 1956 году на гастролях буквально за 20 минут за кулисами. Коллега Карл Перкинс посоветовал назвать ее «I Walk the Line», что значит придерживаться линий, не отклоняться от курса. Сначала песня звучала как медленная баллада, что, естественно, не устроило Филлипса. Он потребовал ускорить темп и послал такую запись на радио. Когда Кэш услышал по радио эту живенькую версию, она показалась ему просто ужасной, и он попросил Филлипса больше ее не рассылать. Но слушатели рассудили иначе, и песня стала первым хитом Джонни Кэша. В 1957 году Sun Records выпустила альбом Johnny Cash with His Hot and Blue Guitar. Это был первый большой релиз для Джонни Кэша после ухода Элвиса Пресли, ставшего главной звездой Sun Records. Кэш потихоньку осваивался в мире шоу-бизнеса, пока на него не вышли продюсеры Columbia Records. Крупный лейбл смог предложить музыканту куда более выгодные условия по сравнению с контрактом у Sun, и Кэш, не раздумывая, ушел от Филлипса. Первый же сингл Кэша на Columbia «Не берите свое оружие в город» возглавил кантри-чарты и держался на первой строчке 6 недель. Следом выходит и новый альбом «Сказочный Джонни Кэш», 19 место в национальном чарте и разлетевшийся за неделю тираж в 500 000 копий. Don't take your guns to town, son. Leave your guns at home, Bill. Don't take your guns to town. С самого начала было очевидно, что Кэш не типичный кантри-певец со стандартными ухватками и традиционным набором тем. Он был чем-то большим и в музыкальном, и в идеологическом плане. Не случайно став звездой, он часто вызывал недовольство у традиционной аудитории этого жанра. Кэшу доставалось за свободомыслие, за дружбу с коммунистами, под которыми понимался известный певец песен протеста Пит Сигер, и за жену-негритянку. На самом деле Вивьен была итальянских кровей, но темная фотография в газете распалила воображение расистов. В итоге куклукс-клановцы бойкотировали его концерты в некоторых южных штатах. Кэш раздражал многих правых своей антивоенной позицией, а уж его высказывания на тему соблюдения прав коренных обитателей континента вообще не вписывались ни в какие рамки. Ведь традиционно главными героями кантри были ковбои и колонизаторы. Радиостанции отказывались транслировать песни с альбома «Горькие слезы», посвященного истории индейцев. Вот такая вот она, Америка. Call him drunken Ira Hayes, he won't answer anymore. Not the whiskey-drinking Indian, nor the Marine that went to war. Yeah, call him drunken Ira Hayes, but his land is just as dry, and his ghost is lying thirsty in the ditch where Ira died. От большинства кантри-певцов и рок-н-ролльщиков Кэша также отличало неослабевающее желание исполнять духовные песни. Он ушел с Sun Records, потому что Филлипс по-прежнему не хотел записывать госпел. И одной из первых пластинок, выпущенных на новой фирме Columbia, стал альбом христианских песнопений. Swing low, sweet chariot, come for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Популярность Кэша вышла на новый уровень. Он собирал аншлаги в каждом городе, куда бы ни приезжал. Вняв многочисленным просьбам американских зэков, Кэш выступает перед 2000 заключенных Фолсомской тюрьмы, о которой написал одну из первых песен. Он решил записать такой концерт и выпустить на пластинке. Фирма Columbia отнеслась к этой затее со скепсисом, решив, что Кэш просто свихнулся. Но пластинка стала едва ли не самым популярным его альбомом. Несмотря на то, что он вышел в разгар эры хиппи и психоделического рока, его приняли люди всех поколений.
Для заключенных Кэш не был недосягаемой звездой, а своим человеком. Об этом свидетельствовал певец Мерл Хаггард, отбывавший срок в тюрьме Сен-Квентин, когда Кэш там выступал. После концерта все заключенные долго подбирали и пели его песни, вспоминал он. С тех пор выступления в тюрьмах и внимание к проблемам заключенных станут для Кэша своеобразной миссией. Черная одежда и лаконичное приветствие публики Hello, I'm Johnny Cash. станут его визитной карточкой. В этот период Кэша начали называть человеком в черном. На концертах он все чаще появлялся в черной рубашке, чем выделялся на фоне легкомысленных и увешанных блестками молодых рок-н-ролльщиков. К тому же черная рубашка шла в тон его печальным и порой злым посвящением тоске, одиночеству и раскаянию. Позже он будет объяснять, что выбрал этот цвет как символ скорби по всем несправедливо осужденным и нуждающимся. Мол, он будет ее носить, пока не исчезнет несправедливость. Современники, впрочем, отмечали, что черные рубашки легче отстирывать в долгом турне. Своему пристрастию к черному цвету Кэш даст поэтическое объяснение в песне «Человек в черном». I wear it for another 100,000 who have died. Кэш не злил никого специально. Он считал себя большим патриотом, чем его критики. Его отношение к истории родной страны хорошо выражают строчки из его песни «Патриота». «Когда я вижу наш флаг, то вспоминаю всех смелых людей, сражавшихся и погибших за правое и неправое». Он не хотел ни преуменьшать достоинства, ни замалчивать недостатки. Поэтому в океане бравурной музыки он стал одиночкой, который вспоминает о забытых, поет об уступившихся и отверженных. I don't believe in violence, I'm a God-fearing man. But I'd stand up for my country just as long as I could stand. Cause I'm a flag-waving, patriotic nephew of my Uncle Sam, a rough-riding, fighting Yankee man. Счет концертам шел уже на сотни. И чтобы завести себя перед выступлением, Кэш принимает амфетамины. Чтобы успокоиться, барбитураты. В остальное время он предпочитает виски, и в конце концов алкоголь и наркотики войдут в привычку. В редкие периоды возвращения домой Кэш натыкался на недовольную супругу. Все это время, пока Кэш разъезжал с концертами, она в одиночку вела хозяйство и воспитывала ребенка. А по возвращении мужа слушала о местах, в которых никогда не бывала, и о приключениях, которые никогда не испытает. Возвращаясь к работе, пьяный Кэш опаздывал на концерты, срывал выступления и графики записей. Слушатели, впрочем, зачастую ничего не замечали. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. К концу 60-х Джонни Кэш становится одним из самых популярных музыкантов и приносит домой едва ли не больше денег, чем Элвис Пресли. И если Элвис был кумиром хороших девочек из аристократов, то Кэш воспевал дух бродяг и нищих. Он открыто выступал в поддержку заключенных и требовал смягчения условий содержания в тюрьмах, где регулярно давал бесплатные концерты. Но в этот период уже начались проблемы с алкоголем, а от таблеток он вообще становился полностью невменяемым. Однажды Кэш разогнался на машине до такой степени, что покрышки задымились и стали причиной пожара, в пламени которого погибли 508 акров с деревьями и 49 из 53 кондров редкой породы. Из кутузок его часто вытягивала народная любовь. По воспоминаниям Кэша, управляющий тюрьмы подошел к двери и бросил мне мои вещи. Ключи от машины, деньги и таблетки. «Иди убивай себя, если хочешь», — сказал он. «Я сделал все, что мог, спас тебе жизнь, но теперь ты сам должен о себе позаботиться. Или угробить окончательно». Еще он сказал: «Вчера я рассказал жене, что Джонни Кэш в моей тюрьме». Она рыдала всю ночь. Позже на границе с Мексикой в его футляре вместо гитары обнаружили мешки с подозрительным веществом. Учитывая популярность Кэша, полицейские каждый раз закрывали глаза на его выходки, но для Вивиан они стали последней каплей. После 18 лет знакомства
и 14 лет брака Вивиан подала на развод. Для Кэша уход жены стал ударом. В наркотической погоне за очередным концертом и новой записью у него уже не оставалось времени ни на себя, ни на близких. В 35 лет он дошел до ручки. Во время очередного загула он заполз в пещеру Никаджак недалеко от города Чаттануга, где всерьез приготовился умирать. Ниже падать было уже некуда. Лежа на земле, Кэш с отвращением вспоминал свои подвиги последних лет, как в опьянении громил гостиницы и опрокидывал софиты в прямом эфире телешоу, как сжег несколько гектаров калифорнийского леса вместе с редчайшими кондорами, а в суде заявил, что ему плевать на чертовых птиц, как 7 раз попадал под арест и только чудом не получил тюремного срока. И это тот самый Джонни Кэш, который раньше предпочитал госпел любому рок-н-роллу. Я слишком потерян, чтобы быть прощенным. С этой мыслью Джонни Кэш принял несколько порций барбитуратов и запил их пол-литра виски. Выпитое должно было его прикончить. По счастливой случайности Джонни Кэш не умер. Он пришел в себя и нашел выход по дувшему сквозняку. «Тогда мне явилось откровение», — вспоминал он позже. «Не я в ответе за свою судьбу, и не мне решать, когда я умру. Это решит Бог». Здесь нужно рассказать о его религиозности. Вообще вся американская музыка исходит из протестантской культуры. Связь между религиозными песнопениями, кантри, ритм-блюзом и рок-н-роллом очевидна. Да и культ успеха, популярности – это протестантское явление, согласно которому Бог помогает лучшим. Любой член протестантской общины может быть избран священником. Не видно ли тут и сходства с популярными музыкантами и их паствой? Мать Кэша была рьяной прихожанкой, а трагически рано ушедший брат собирался стать пастырем. Но роль проповедника выпала именно Кэшу. Госпелы, которые он разучивал в детстве вместе с матерью, Кэш стал записывать уже будучи на пике своей популярности, а с будущим избавлением от наркозависимости его песни стали нести ярко выраженный религиозный оттенок. В этот момент на помощь Кэшу пришла Джун Картер. Они гастролировали вместе уже 14 лет и даже записали вместе несколько хитов. После курса реабилитации Кэш вновь вернулся к работе, и новая волна успеха в конце 60-х позволила Кэшу завести собственное музыкальное шоу. Как обычно, он играл по своим правилам. Вместо чинного мероприятия выпуски его передач представляли собой диковинную солянку, в которой участвовали и хиповая молодежь, и черные артисты, и дерзкие изгои. Почти каждый выпуск приходилось отстаивать с боем. Руководство телеканала пыталось цензурировать программу, выкидывая слова из песен или оспаривая состав участников. Но Кэш делал, как считал нужным. В своем шоу он поднимал социальные вопросы, такие как война во Вьетнаме, тюремная реформа, права коренных американцев. Бунтарство и нонконформизм сочетались в нем с глубокой религиозностью. В 70-х он часто выступал вместе с популярным проповедником Билли Грэмом, прошел курс теологии в Международном христианском библейском колледже и был рукоположен в священники. К этому событию он отнесся гораздо серьезнее, чем к успехам в музыке. Считая себя недостойным, церковных служб он не вел, хотя иногда произносил проповеди и принимал участие в венчании своей дочери Карен. В 1986 году он выпустил роман «Человек в белом» о жизни апостола Павла. В 1970 году, приглашенный выступить в Белом доме, Кэш отказался по просьбе президента Никсона исполнить песню Гая Дрейка «Кадиллак благосостояния». Well, I've never worked much. In fact, I've been poor all my life. I guess all I really own is 10 kids and a wife. This house is a live-in mine, but it's really a shack. But I always managed somehow to drive me a brand new Cadillac. Республиканцу Никсону она очень нравилась. Граждане, получавшие пособие по безработице, выставлялись в ней лодырями, норовящими обмануть государство.
Кэш, всегда считавший себя голосом низших слоев общества, петь такое не захотел. Авторитет певца был столь велик, что президент решил с ним не ссориться. Следующие 10 лет были очень удачными для Джонни Кэша. Он активно писал песни, а его синглы «Вещь под названием «Любовь» и «По фрагменту за раз» стали народными хитами. But I saw that giant of a man brought down to his knees by love. Как положено народному певцу, Джонни пел не только свои, но и чужие песни. Многие из каверов становились в его исполнении эталонными или обретали второе дыхание. Так случилось и со знаменитой ковбойской песней «Призрачные всадники в небе». Песню перепевали так часто, что ее истинный автор просто затерялся в потоке каверов. Но прежде чем восстановить справедливость, нам придется окунуться в мир средневековых легенд. В те далекие времена по Европе бродило поверье о так называемой «дикой охоте». Мол, иногда наступает время, когда над грешной землей проносится отряд призрачных всадников с адскими псами. Все это, как и положено, сопровождается ураганом, молниями и громом, в котором слышится топот коней. По пути мертвецы сеют смерти и болезни, поэтому в такой день лучше сидеть тихо дома и не высовываться. Ежели кто-то все-таки попадется всадникам по пути и взглянет им в глаза, то потеряет не только тело, но и душу, которая отправится прямиком в ад. Вместе с первыми колонистами Нового Света легенда об адских всадниках и псах пересекла океан и там, в Америке, обрела уже местные вариации. Историю о безголовом всаднике, вестнике смерти, вы, наверное, хорошо знаете благодаря всаднику без головы Майна Рида и сонной лощине Вашингтона Ирвинга. Истоки другой легенды американские фольклористы находят в реальных событиях, произошедших в 1889 году в штате Техас. Тогда произошла ссора пастухов-ковбоев, в результате которой один перебил стадо другого, а тот, естественно, негодяя укокошил. Говорят, с тех самых пор в небесах стали видеть ковбоев-призраков, которые на ужасных, изрыгающих пламя конях гонят стадо красноглазых коров. Ну а если кто-то попадется им на пути, тому, вы уже знаете. И вот однажды старый ковбой по имени Ват поведал эту легенду лесничему Стэну Джонсу. А у лесничего было хобби – пописывать песенки, естественно, в народном стиле кантри. Легенда Вата оказалась прекрасной темой, и в 1948 году Джонс почти дословно воспроизводит ее в песне «Призрачные всадники». Судя по всему, записей с оригинальным исполнением Стэном Джонсом не существует. Зато уже через год желающих исполнить его песню было хоть отбавляй. И так в 1949 году «Призраков в небесах» записали Бэрл Айвс в аутентичной подгитарной манере. An old cowpoke went riding out one dark and windy day. Upon a ridge he rested as he went along his way. Воган Монро, версия, спетая утробным голосом под оркестром. An old cowpoke went riding out one dark and windy day. Upon a ridge he rested as he went along his way. Пегги Ли, первая женщина, исполнившая эту песню. An old cowpoke went riding out one dark and windy day. Upon a ridge he rested as he went along his way. Спайк Джонс, такая издевательская версия, спетая дурацким голосом. An old cowpoke went riding out one dark and windy day. Upon a ridge he rested as he went along his way. Кроме того, песня нередко служит и источником вдохновения. Так, именно под ее влиянием группа Doors создала свой совсем не похожий хит «Всадники бури». А знаменитую американскую компанию Marvel песня Джонса вдохновила на целый цикл комиксов о призрачном гонщике, хорошо известный по экранизации 2007 года. Стоит ли говорить, что в самом фильме песня звучит на этот раз в исполнении Spider-Baby.
Несмотря на огромное количество исполнений, наибольшую известность снискали два кавера на призраков, выпущенных с разницей в год. Это версия группы Outlaws с богатой музыкальной аранжировкой и версия Джонни Кэша с суровым, прямо-таки утробным вокалом. An old cowboy went riding out one dark and windy day. Up on a ridge he rested as he went along his way. Поднявшись на новый уровень, к 80-м годам популярность Кэша снова падает. Наступает эпоха диско, в моде все блестящее и разноцветное. Человек в черном, поющий госпелы, становится неинтересен. Тиражи пластинок упали настолько, что Columbia, фирма, которой он принес столько дохода, отказалась продлевать с ним контракт. Кэш выступает на ярмарках и в торговых центрах, словно никому неизвестный артист. Он старел, у него сдавало здоровье, и по собственному признанию он больше не испытывал никаких чувств, играя музыку. «Я делал это машинально, как кукла», — признавался он. Но в начале 90-х о нем вспомнил модный продюсер Рик Рубин, сделавший себе имя и состояние, сотрудничая с Red Hot Chili Peppers и Миком Джаггером. «У меня возникла идея, а что если взять какого-нибудь забытого, но великого музыканта и попробовать вернуть его к жизни», — вспоминал Рубин. И первым, кто пришел мне в голову, был Джонни Кэш. По приглашению Рубина Кэш приехал к продюсеру домой и напел под гитару все песни, какие ему хотелось бы спеть. Впервые за долгие годы он почувствовал вдохновение. Рубин и Кэш попробовали работать над песнями с приглашенными музыкантами, но поняли, что самая первая домашняя демо-запись звучит лучше всего. И она вышла в 1994 году в виде альбома Johnny Cash American Recordings. Вплоть до смерти Кэша в 2003 году на студии Рубина выходят его музыкальные тома. Альбом стал одним из самых успешных в сфере кантри и считается одним из лучших в творчестве Кэша. В 1995 году пластинка принесла Кэшу премию Грэмми как лучший современный фолк-альбом. Песни «Там внизу на поезде» и «13» специально для Джонни Кэша сочинили Том Уэйтс и Глен Данциг. Down there by the train, down there by the train, down there by the train, he was down there where the train. 90-е годы были последним сильным всплеском такого явления, как рок-музыка. Появляются новые направления – гранж, индастриал и нью-метал. Но как и в 60-х, так и в 90-х кантри-певец и исполнитель госпелов Кэш становится популярен среди любителей мейнстрима. Кэш не собирался уходить на пенсию. Он пел вместе с молодым и незнакомым племенем. Распространенное явление, когда молодые музыканты исполняют ремиксы песен маститых мастеров. В случае с Кэшем наоборот. Он делает каверы на современные хиты. Это был удивительный период в творчестве Джонни Кэша. Представьте, облысевший старик, одной ногой уже в могиле, поет Personal Jesus группы Depeche Mode. Your own personal Jesus. И перепевы Кэша, на мой взгляд, не уступают, а в большинстве случаев превосходят оригиналы. Интересный мастер-класс показал Кэш длинноволосым юнцам из Soundgarden, исполнив их песню Rusty Cage. But I'm gonna break my rusty cage. Самым знаменитым кавером Джонни Кэша стала песня «Боль» Трента Резнора, лидера группы Nine Inch Nails. Она выпущена за полгода до ухода Кэша из жизни. И кавер, и клип на него получили множество наград и номинаций. I hurt myself today to see if I... К началу 2000-х здоровье Джонни Кэша начало ухудшаться, но по мере сил он продолжал работать. В 2003 году он активно включился в съемки фильма о его жизни «Переступить черту». Музыкант лично утвердил Хоакина Феникса на роль себя, поскольку был большим поклонником фильма «Гладиатор». В 2005 году фильм вышел на экраны,
получил 3 премии «Золотой глобус» и 1 премию «Оскар». Но в мае Джун не стало. Потерю супруги Джонни Кэш не пережил и умер 4 месяцами позже. Последние песни Кэш записывал в буквальном смысле лежа на смертном одре. Оборудование было перенесено ему в спальню. Кэш целенаправленно стал изматывать себя работой. По воспоминаниям продюсера Рика Рубина, Кэш сказал ему: «Мне нужно что-то делать каждый день. В противном случае у меня нет причин быть здесь». 2 альбома, завершающие цикл American, были сведены и выпущены после того, как его не стало. Тем не менее, пластинки Джонни Кэша активно печатались еще 7 лет. Сейчас продажи его альбомов исчисляются миллионами. А сам он навеки стал идолом кантри-музыки, последним певцом свободных нищих и благородных бродяг. Буйный и разрушительный на сцене, в песнях он оставался скромным и сострадающим, принимающим свою участь. В заключение хочется заинтересовать Джонни Кэшем молодое поколение. Песни Кэша использовались во множестве кинофильмов, телесериалов и видеоигр, в числе которых Grand Theft Auto 5 и Джанго Освобожденный. В постапокалиптическом фильме «Книга Илая» главный герой цитирует Джонни Кэша. Смысл здесь и не нужен, это вера. Лишь цветок света на поле тьмы дает мне силу продолжить путь, понимаешь? Это из твоей книги, да? Нет, это Джонни Кэш, концерт в тюрьме Фолком. А в 2017 году на экраны вышел фильм «Пираты Карибского моря. Мертвецы не рассказывают сказки», где в качестве саундтрека используется его песня «Ain't No Grave» из последнего альбома. There ain't no grave can hold my body down.